Всем привет. Ну что, все-таки проблемы с продлением временной защиты в Ирландии есть. Походу, эта проблема будет растянута минимум на 2-3 месяца в лучшем случае. Все, конечно, они запустили поздно, нужно было хотя бы на месяц раньше. Сейчас утверждается, что уже больше 60 тысяч заявок, вы понимаете, да? Я еще не получил желтый лист, да, и тут жалуюсь. Люди еще вообще ничего, некоторые не получили, вообще, даже ответа. Приняли, не приняли, одобрили. То есть, если у меня, у жены, да, уже все документы есть, то есть и ARP-карта продленная, и желтый лист. У меня только ARP-карта, жду желтого листа. Если на этой неделе не придет, то на следующее уже напишу им в техподдержку. Но я думаю, что ответ я получу минимум через 2 недели. Сегодня, если что, 27 февраля 2025 года. Вот такие вот дела. Не слишком все приятно, потому что у многих работодателей, особенно если это какие-то серьезные компании, корпорации, в смысле сетевые какие-то, да, моменты, в смысле сетевые сети, то там все оформлялось по ARP-карте. Вы понимаете, желтый лист никому, если честно, нахрен не нужен. Никто на него не будет обращать внимания, никто его не знает и не видел в глаза. Я имею в виду работодателей. То есть все, кто в легальном поле, у них есть ARP-карта. У ирландца, понятно, есть паспорт. Все остальное, что ты им там показываешь, что ты филькину грамоту, скриншоты, сайты, перейдите, посмотрите, их это не касается. Потому что если у них будет работник работать без разрешения, то их потом вот так вот, понимаете, их вот так вот нагнут за то, что они нелегально у них на работе работает какой-то работник. Вот и все. Я понимаю, что у многих, то есть у всех, да, была ARP-карта до 4 марта 2025 года. Сегодня 27 февраля, и вот буквально еще, да, неделька, и у всех людей, у которых старая карта, она будет аннулирована, она будет не работать, она будет недействительна, и для работодателей в том числе. Работодатели уже многим написали имейлы о том, что, ребята, у вас там будет продление, у вас будут документы, которые подтверждают, что вы здесь находитесь в легальном поле, чтобы мы как бы знали, что с вами можно дальше работать. То есть вот это вот самая большая проблема. То есть многим работодателям пофигу, скриншоты, фотографии и так далее. И тем более желтый лист, вот этот вот непонятный, да, он никому не понятен вообще. То есть про него большинство людей, ирландцев, не знает, что это за временная защита, что это за желтый лист. Есть ARP-карта, есть разрешение, да, на нахождение в Ирландии на легальных основаниях. Это ARP-карта, то есть Irish Resident Permit. Все. И на самой уже миграционной службе ребята объявили, вот такую вот, да, сделали объявление о том, что очень много заявок, и что теперь эти заявки могут обрабатываться от 2 недель и до 2 месяцев. Вы понимаете уровень? Уровень, не хочется, да, выражаться, но уровень пиздеца, который может всех накрыть. То есть 2 месяца. Ну, я думаю, что это еще не финал истории. То есть человек сейчас подался, например, а у него 4 марта заканчивается ARP-карта, и ему говорят, либо ты предоставляешь новые документы, либо мы тебя увольняем, дружочек. И вот он ждет потом 2 месяца, пока ему просто ответят. Либо скажут, дружище, можно еще уточняющие документы. Он еще, и еще это все продлевается на месяц и более. Понятное дело, что я не вправе критиковать Ирландию, ирландское правительство, это понятно. Я уже там хотя бы получил ARP-карту, но другие вообще ничего не получили, и им реально это нужно. То есть им нужно, чтобы их не выгнали с работы, потому что все кричат, украинцы не работают. Вот украинец работает, и получается, он не получит свои документы, его выгонят. И что ему делать? Получается, сидеть только на социале, а как он даже докажет, что его уволили по той или иной причине? То есть это все очень сложные моменты, неприятные. И, то есть это все из-за того, что запустили поздно вот эту вот схему, да, вот эту вот схему регистрации, обновления временной защиты для украинских беженцев в Ирландии. То есть нужно было это делать хотя бы, начиная уже, не знаю, наверное, все-таки с декабря еще 24 года лучше начали бы принимать заявки. Вот тогда это было бы нормально. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу всей этой системы, хорошая она либо плохая. Понятное дело, что огромное спасибо Ирландии за то, что оставляет украинцев здесь, помогает им, дает разрешение на работу.
работу, медицина и так далее. Это понятно. Но, видите, сейчас получается парадоксы и вот такие вот неприятные ситуации. Пишите в комментариях, какие документы вы уже получили, либо ничего не получили. Получили ли вы разрешение, то есть новый желтый лист на своих детей. Например, пока у меня ответа по поводу моего сына еще нету. Вот такие вот у нас обновления, вот такие вот неприятные ситуации. Сейчас украинцы сталкиваются с этим в Ирландии, да, с этой временной защитой. Но я надеюсь, все наладится. Главное, чтобы вот эти вот 2 месяца, которые они говорят, не превратились в полгода, а потом в целый год. Потому что если так все будет двигаться, это может, да, все-таки еще... Вот эти вот 2 месяца могут увеличиться, я думаю, в более долгий срок. Ну, поживем, увидим. Всегда на связи.